вами, как всегда, Баюша Снежа, и в этой уютной вечерней студии мы обсуждаем важные вопросы, про которые нас никто не спрашивал. И обсуждаем животрепещущие темы, о которых только что прочитали. Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь на ближайшие несколько минут за просмотром вечернего не-шоу Снежи. Начнем, как всегда, с новостей. Мама, нарисовавшая сыну фальшивые брови, теперь не может их стереть. Хэллоуин давно позади, но не для малыша Винни, мама которого решила нарядить его в стиле семейки Адамс и нарисовала усы и выразительные брови. Вот только неосмотрительная женщина не учла, что косметика накрепко останется на детском лице, и мальчику еще долгое время придется щеголять с новой внешностью. Собака стала забавной жертвой статического электричества. Чихуахуа по кличке Иви, проживающая в штате Техас со своими хозяевами, получила милый подарок в виде свитера. Но никто не подозревал, что именно он поднимет ее на смех перед всеми домашними. Статическое электричество беспощадно превратило собачку в нелепого пришельца. Полицейские безуспешно гоняются по городу за обезьяной. Тайская полиция никак не может схватить изворотливую обезьянку, которая бесчинствует в городе, задирает юбки женщинам и отбирает сладости у детей. Жителям настоятельно не рекомендуется вступать в конфликт с обезьяной, так как есть реальный риск пострадать от нее. Полицейские спасли орлов, которые спутались во время драки. Курьезный случай произошел в американском городе Плимут с парой повздоривших орлов. В процессе драки они намертво сцепились крыльями и не могли сдвинуться с места. Отважный офицер полиции Мартинсон, расцепивший птиц, заявил, что подобное происшествие в его практике встречается впервые. В США полицейские целый час догоняли свинью. Они думали, что это чупакабра. Коллеги японской полиции из американского городка Пенсакола тоже озадачились поимкой животного. Проворная свинья пугала и терроризировала беззащитных граждан. Преступница оказалась настолько ловкой, что в ее поимке участвовала целая команда полицейских, а сам процесс поимки выглядел драматичнее и более захватывающе, чем любая погоня в фильме. С новостями на сегодня все. С вами была Снежана Кусянова. До скорых встреч! Я снова обратилась к вам, мои котятки, чтобы узнать ваше мнение по волнующему меня вопросу. Решила в этот раз подойти к актуальной теме в этом месяце, и вопрос звучит так. Как вы отвлекаете свое внимание, чтобы не провалить ноябрьский челлендж? Давайте же посмотрим, что вы ответили на него в комментариях. Пока мы все переживаем ноябрь, Фрики опустил такую мелочь, как один из месяцев, и сразу перешел к декабрю. Спиро, будучи опытным ситхом, решил все же тренировать свою силу воли и попытаться перейти на светлую сторону. Пожелаем ему удачи и держим за него кулачки. У Нетут с самого начала был план, и он его придерживался. А вот Лул отвлекся очень изощренными методами, например, прослушиванием АСМР. Вейман тренирует не только силу воли, но и умение сдерживать тошноту, просматривая самые низкорейтинговые аниме, когда как 6 совершенно не уверен в своих силах и прибегнул к самым радикальным методам из доступных. В тени ото всех Маркуш ведет свою собственную темную игру, и пока общественность перевела внимание на что-то другое, склоняет невинных джедаев. Хентай ЛВ совсем не уверен в своих силах, внимательности и твердости меча, поэтому сам пока не может определиться, соблюдает ли он ноябрьский челлендж или же нет. Но самым отважным оказался Человек 2.0, который не только превозмогает силой воли, но и даже решился сломать себе руку, чтобы не сорваться. Какое вечернее шоу обходится без интервью? Вот именно, никакое. Поэтому я решила пригласить сегодня очень важного и приятного для меня гостя. Поприветствуйте в студии Наггетс-динозаврик! Приступим к интервью. Первый вопрос. Были ли в вашей семье настоящие динозавры, или вы чистокровный Наггетс? Очень занимательно. Второй вопрос. Насколько бы вы оценили свою хрустящесть? Полностью согласна. Вы достойны такой высокой оценки. Ладно, третий вопрос. Не задумывались ли вы о том, что вас может кто-то съесть? Прекрасно понимаю. И заключительный вопрос. Что для вас ассоциируется со словом «кусь»? Ну что ж. Жаль, что наш гость решил нас так быстро покинуть,
Но надеюсь, он когда-нибудь еще к нам заглянет. 15 ноября – День молочных коктейлей. Надо будет Снежка поздравить. 17 ноября – День защиты черных котов. Хоть этот праздник и отмечают только в Италии, но я предлагаю отмечать его по всему миру. Я, между прочим, тоже черно-синий котик. 18 ноября – День рождения Деда Мороза. Интересно, а он родился уже дедом? Смотри, перед тобой находятся 3 воздушных шарика, а внутри них предсказания на удачу или же неудачу. Это зависит от твоей интуиции. Лопни выбранный шарик, и я расскажу тебе, что же тебя ждет в ближайшем будущем. Давай, начинаем. Первый шарик. Неудача. Да, вот так вот сразу. В первом же шарике. Но не расстраивайся, она не такая уж и страшная. Ты опять рискуешь угодить в неловкую ситуацию, и в самый неподходящий момент у тебя на одежде окажется крайне неприятно бросающееся в глаза пятнышко. Так что ешь аккуратнее и носи с собой салфетки. Второй шарик. Большая удача. Сегодня вы везде и все успеете. Даже если будет казаться, что не укладываетесь. Не переживайте. Все получится. Сегодня именно ваш день. Третий шарик. Обычная удача. Ого. Опять в последнем шарике она оказалась. Ну что ж, полагаю, опять может повезти, но совсем немножко. Например, если решишь поиграть в автомат-хватайку, то можешь достать даже понравившуюся игрушку. Удивительно милая и красивая виньетка на полку своими руками от автора канала Ханабира. Даже если вы не собираетесь своими руками мастерить нечто подобное, все равно стоит посмотреть этот уютный и успокаивающий ролик. И, конечно же, традиционная рекомендация АСМР от Баюши. Кстати, новый АСМР от меня вы тоже скоро услышите. А оформив спонсорскую подписку, вы их будете слушать гораздо чаще. Ну а напоследок, хочу вам пожелать, чтобы вы были таким же интересным собеседником, как наш сегодняшний гость. Правда, надеюсь, вас никто не съест. Надеюсь, что вы не будете уходить так же быстро и неожиданно для всех остальных, как ушел сегодня он. Всем приятного вечера и спокойной ночи. Смотри, перед тобой находится 3 воздушных шарика. Да что ж ты будешь со мной делать? Собака стала забавной жертвой статического электричества. Чихуахуя? Текст освещивает в очки просто поэтому. Чихуахуи? Хуя елами! Кто сценарий писал? Я чуть не прочитала. Но не расстраивайся, она не такая уж и страшная. А там была ты, я подумала, ты страшнее. Да что ж ты будешь делать? Самый важный момент этого шоу. Забыли. А может в этих новостях взять наручники в руки? Удивительно милая и красивая вьетнамка, но... Погоди, а у обезьяны нет белых волос? Там на Снежка очень похоже просто. Ну а напоследок, хотелось бы вам пожелать, чтобы вы были таким же интересным собеседником. Кем. Да только на ночь спрашивать. Фух, раунд. Он ушел сам. Мама, нарисовавшая сыну фальшивые брови, теперь не может это... Да. Бляха-муха, с какого момента она перестала шевелиться? Вроде бы тут все.